Друзья, всем привет! Меня зовут Александр Рагулин, это мой канал Ragulins Travels, канал о нестандартных и эпических путешествиях, которые я хочу показать вам, что можно путешествовать не только покупая турбилеты куда-то и покупая путевки, а также можно самостоятельно организовывать разные нестандартные путешествия. И в моих видео вы будете смотреть как раз таки про такие путешествия. В данном видео я хочу рассказать про свое эпическое путешествие на мотоцикле по Гималаям. Мы с друзьями объездили группа энтузиастов по Гималаям в далеком 2018 году, но только сейчас у меня дошли руки обо всем этом снять. В 2018 году я принял решение собрать команду и отправиться встречать свой на тот момент 28 или 27, уже не помню, день рождения, в Гималайи. Благо на тот период у меня там жил мой хороший друг, который уже 5 лет, русский парень, который 5 лет уже жил в Индии, зовут его Дауд. И он 5 лет жил в Индии, с чего мне пришла идея, почему бы нам не использовать моего друга, да, как гида, не взять мотоциклы в аренду и не проехать все Гималаи по Индии. Возможно, у вас возникнет вопрос, почему именно по Индии, почему мы не выбрали проехать на мотоциклах по Гималаям в Непале, в Тибете, в других местах. Сейчас объясню, на самом деле, что Гималаи со стороны Индии, что Гималаи со стороны Непала, это одни и те же Гималаи, да, разные горы, разные виды, но и там высоко, и там высоко, и там Гималаи, и там Гималаи. Но в Непале арендовать мотоцикл на сутки, наверное, стоит сейчас порядка 5-7 тысяч рублей, а со стороны Индии тот же самый мотоцикл арендовать на сутки стоило 1300 рупий, ну, плюс-минус в рублях то же самое. Ребяточки, несмотря на дождь, мы пришли забирать байки. Просто посмотрите, шикарные спорттуристы такие. О, да, это 410 кубиков Royal Enfield Гималаи. В 3 раза дешевле жилье, в 3 раза дешевле аренда мотоцикла, в 3 раза, точнее, полное практически отсутствие дорогостоящих пермитов и друг, проживающий уже долгое время в этом регионе, в этом штате Химачал-Прадеш. Поэтому выбор был очевиден: стартовать и объехать наш маршрут на мотоциклах со стороны Индии. Я собрал группу энтузиастов, 5 друзей, и мы все вместе купили билеты до Дели и прилетели в Дели, переночевали в Дели. Кто был в Индии, тот знает, что там творится, не стоит на этом останавливаться. Но с Дели единственный путь до Химачал-Прадеша лежал через серпантины на автобусе, и мы ехали больше 15 часов на автобусе из Дели в Манали. Манали — это город, с которого мы, можно сказать, стартовали по нашему маршруту гималайскому. Когда мы прилетели, Манали нас встретил адовыми дождями. В Индии, я не знаю, был объявлен в этот момент режим ЧС или не был, но на момент, когда мы приехали непосредственно в Манали на автобусе, там были жесткие потопы, все сносило, просто творилось какое-то безумие, и мы даже попали в какую-то новостную ленту, где мы на наших мотоциклах едем, и все вокруг сносит, мы даже про это не знали, но все вокруг сносит, а мы на наших мотоциклах не знаем, что происходит, вообще едем. Мой друг, который давно занимается йогой и живет в Индии, предположил, что это мы принесли с собой некую энергетику, некое безумие, которое вот такие вещи начала творить с природой. Ох, мы сделали небольшой привал. Вы просто посмотрите, какой поток. Это с самых гор сверху спускается все, что там накопилось. Даже не представляю, что будет с тем, кто там окажется. Это его предположение. Мне кажется, что мы просто, скорее всего, попали на такую погоду, но нам это не мешало. Тогда мы были вообще молодые, юные, зеленые, только начинали путешествовать, и у нас не было никакой, только одного человека была экипировка, он был опытный в мототрипах, ни у кого здесь не было экипировки, вся наша экипировка состояла из индийского шлема за 1000 рублей, который нам выдали с мотоциклом, и она состояла из каких-то дождевиков и прочих вещей, которые мы купили в Декатлоне. В общем, кое-как это спасало нас от дождя, но никоим образом не спасало нас от падений и прочих вещей, которых, благо, за весь маршрут приключилось всего пару раз, и то там с одним человеком. Так вот, мы приехали в Манали, отметили мой день рождения. Друзьяшечки, всем привет! И вот наступил мой 27-й день рождения, который я проведу в дороге, пересекая
горные реки, в дождь, на супермоте. Лучшая днюха. Акклиматизировались, сели на мотоцикле, сели на мотоциклы. И первый наш маршрут, первая наша точка, она находилась в Вашиштха называется это место. Мы двинулись туда из Манали на мотоциклах, и там была наша первая ночевка. Вообще, вся задумка нашего маршрута состояла в том, чтобы из Манали доехать до Казы, и из Казы потом, ну, грубо говоря, выехать из Манали, поехать вот так вот по кругу, доехать до Казы, до самой высшей точки, переехать перевал 4600 и вернуться назад в Манали. То есть, вот таким вот образом сделать такой интересный круг. Но маршрут мы не до конца завершили. Чуть позже расскажу, что с нами произошло и почему это произошло. Но, тем не менее, как было, так было. Опыта на мотоцикле практически езды ни у кого не было. Мы взяли Royal Enfield Гималаи. Сутки аренды Royal Enfield Гималаи по договоренности нашего друга было 1200 рупий. Ну, это очень-очень дешево. Мы взяли с собой гида. Гид у нас ехал закрывающим. У нас была группа из 5 мотоциклистов. Гид наш был закрывающим. Он ехал в автомобиле внедорожнике с индусом, вечно пьяным и любящим покурить не кальян индусом. Вот, поэтому мой друг очень сильно переживал, сидя с ним в автомобиле, проезжая вот эти все адовые подъемы, серпантины, склоны, с которых можно упасть, с которых вам навстречу по дороге постоянно вылетают автобусы и какие-то большие грузовики. Но, как говорится, это Индия, все по карме, и мы спокойненько стартанули дальше. Из Вашишты мы поехали Баньер-Вали. Тоже такое довольно интересное место. Наш маршрут постоянно, то есть, грубо говоря, наш маршрут начинался с самого низа. Он начинался с места, где еще растет зелень, какие-то деревья зеленые. И мы постепенно набирали высоту. И конечная наша точка достигала порядка 4500 метров над уровнем моря. Наивысшая точка. И постепенно мы начали подниматься с вот этой вот наполненной жизнью местности к горам, где были уже одни камни, и потихоньку приближались уже мы к снегам. Поэтому каждая наша новая точка, она была выше и выше. Изначально у нас планировался вообще не такой маршрут, мы планировали делать больше остановок, ехать медленней. Но как-то так задалось, что мы с первого дня просто топили как не в себе и проезжали в 2 раза больше, чем планировали. Поэтому мы начали наш маршрут с зеленых мест, наполненных жизнью, и постепенно поднимались все выше в горы, где жизни было все меньше, было холоднее, световой день становился все короче, и мы наконец-таки понимали, во что мы писались и почему это путешествие выйдет у нас мега эпичным. Постоянно первые 3 дня лили дожди, поэтому мы ехали постоянно по колее, по лютой слякоти. У нас в наши дождевики постоянно заливалась вода, неимоверно какой-то потоп происходил постоянно. Поэтому первые 3 дня, конечно, закалили наш характер. Самая лучшая днюха в моей жизни. Где-то в Гималаях, в самом начале, заехали перекусить к местным монахам. Ребятки, шел 2-й день, мы продолжаем двигаться на мотах по Гималаям. Мы снова столкнулись с проблемой. Дорогу просто всю завалило, сошла очередная сель. И мы ждем трактор, пока он это уберет. Но потом небо открылось, либо мы уже заехали на такую высоту, где вся непогода осталась где-то внизу. Вот, и как я сказал, что мы весь маршрут ехали с опережением, поэтому мы в 2 раза быстрее домчали до нашей конечной точки, которая называлась Каза. Это такая наивысшая точка нашего маршрута. И после Казы мы должны были мчать в Манали. Но так произошло, что город, который отделял нас от Манали,
Да, вот между Казой и Манали там тоже есть несколько населенных пунктов. И там был самый большой перевал, который мы должны были проезжать. И вот мы уже собрались проезжать этот перевал, но, к сожалению, данный перевал завалило. Там погибла группа ученых, там, индусов, ученых, которые проезжали в этот момент. Их завалило камнепадом. Поэтому мы приняли решение, что, наверное, это знак, и если там все завалило, нам ехать туда не стоит. Постоянно, кстати, вот насчет камнепадов, насчет селей, постоянно сходили сели, постоянно происходили камнепады на всем нашем маршруте. И иногда нам приходилось просто стоять под проливным дождем и дожидаться, пока приедет специальная техника, чтобы убрать сель. И мы могли спокойно так 2-3 часа в день. Фух, в общем, мы ехали, сбирались в гору. И тут сейчас идут дожди довольно сильные. Сошла сель. Трактор расчищает нам путь. Поэтому мы уже скоро будем наверху. Несмотря на это, мы шли с опережения. Мы опережали весь наш маршрут. Стояли индусы вдоль дороги, смотрели, пропускали, когда нету камнепада. Когда шел камнепад, они кричали. Ну, такая, да, безопасность на уровне индусов, конечно, но тем не менее хоть какая-то. Поэтому периодически на маршруте нам встречались сели, нам встречались камнепады, и уходило довольно иногда большое количество времени, чтобы дождаться технику, которая, благо, там есть, благо приезжала, хоть и не супер быстро, и расчищала все эти завалы. Но она расчищала все эти завалы, потому что это единственная дорога, которая связывает населенные пункты, поэтому мы были уверены всегда, что рано или поздно мы по этой дороге проедем, пускай хоть и с небольшим ожиданием. В Индии, в отличие от Непала, пермитов нужно минимальное количество, и стоят они очень дешево, но есть такой нюанс, что иногда о том, что вам нужно было получить пермит 100 километров назад, вы узнаете на шлагбауме. Когда вот вам ехать дальше, вам говорят: а где ваш пермит? Вы говорите: мой пермит, где его купить? Я его не купил. Вам говорят: а купить его нужно было 100 километров назад в таком-то населенном пункте. И ты просто садишься на мотик и топишь уставший 100 километров назад, чтобы купить пермиты. Поэтому всем, кто планирует подобное приключение, подобное путешествие на мотоциклах по Гималаям, имейте в виду, что в Индии вам нужно узнавать за пермиты заранее, где их купить, чтобы не совершить такую ошибку, как мы, и прямо у границы на шлагбауме не отправиться назад, покупать пермит там, где он, собственно, продается. За весь наш маршрут мы купили пермит только один раз в Калпе. Мы приехали уже практически в Казу, да, там был шлагбаум, и нам пришлось возвращаться в Калпу, чтобы получить там пермит. От Калпы до Казы приблизительно 218 километров, поэтому я рекомендую вам, дабы не совершить такую ошибку, заранее узнать, где дают вам пермиты. Вообще, между Калпой и Казой у нас была другая промежуточная точка, другой город, но мы так жестко топили на мотиках, что мы проехали за один день по горным серпантинам порядка 218 километров. По пути мы заехали из Калпы в Казу. Когда ехали в деревню Гая, обязательно рекомендую туда заехать, там находится мумия какого-то там очень-очень древнего монаха. Археологи выкапывали здесь, проводили раскопки и нашли мумию, которая возраст 565 Ой, стой, лет. давай на нормально. То есть это место раньше было заполнено огромным количеством скорпионов. Данная мумия медитировал здесь много сотен лет назад. Один монах тибетский. Вот сейчас мумию его нашли. И говорят, что к этой мумии очень много известных политических деятелей разных стран приезжает, чтобы вот как-то что-то получить от этой мумии, какое-то благословение. Что за мумия? Это какой-то монах, который несколько столетий назад, столетия назад сел в позу лотоса, ушел в медитацию. И до сих пор он находится, хоть он уже и как полумумия, но вроде как он находится в полуживом состоянии, в полумумифицированном. В общем, это мистика, это Индия. Не будем на этом останавливаться. Рекомендую заехать в деревню Гая, посмотреть на так называемую живую мумию. Очень много политических известных деятелей, как я и говорил, за большие деньги приезжают на уединение, скажем так, с вот этим вот, что там есть. Вот, но я рекомендую также быть осторожным, потому что по пути из Калпы в Казу вы едете на прям приграничные территории с Китаем. Там спорные территории Индии с Китаем, поэтому половину маршрута нас постоянно ругали, заставляли военные на границах, на пунктах пропуска
снимать с нас камеры, GoPro. Я вам рекомендую, не знаю как сейчас, там довольно жестко, но моя рекомендация, если будете ехать по этому маршруту, сразу снимайте камеры, перед каждым постом снимайте камеры, потому что вас могут, во-первых, заставить удалить все, что вы там наснимали, во-вторых, просто могут их конфисковать, там у них какое-то околовоенное положение, и периодически у Китая с Индией, я вижу в новостях, происходит именно в этом месте какие-то противостояния, без стрельбы, но со смертями от палок, каких-то ударов и подручных средств, поэтому они решают там постоянно конфликты каким-то таким образом. Запускали мы там дрон, тоже что-то удалось снять, что-то не удалось снять. Жаль, что кадров у меня с этого дрона не осталось, потому что с нами был участник нашей экспедиции, который куда-то пропал, потерялся и данные кадры не предоставил, не выложил и все такое. Ну, опять же, поэтому я решил снять отдельное видео. Дрона тоже, за дрона ругали, за рации вообще вас там могут убить, поэтому вот именно маршрут Скалпы в Казу я рекомендую быть предельно осторожным, предельно аккуратным, потому что злые погранцы из-за накаленной ситуации с Китаем будут заставлять вас все снимать, все удалять, но лучше этого избежать и заранее не давать им повода и не показывать, что у вас есть какая-то техника и вы производите съемку. Рации лучше вообще тоже не показывать. Немного по ценам, сколько на что у нас уходило денег. Скажу сразу, путешествие на цены 2018 года до пандемии, это еще было, благо мы успели, были очень дешевые. Аренда, как я говорил, мотоцикла в сутки стоила в среднем 1200-1300 рупий. 1 рупий, 1 рубль, давайте ориентироваться так. Стоимость жилья с человека, ночевки стоили 1000-1500 рупий с человека в зависимости от места. И еда нам обходилась, просто мы объедались в среднем 200 рублей с человека, поэтому путешествие было довольно бюджетное. И за все путешествие, которое длилось у нас больше недели, мы уложились, наверное, до 100 тысяч рублей. 100-120 тысяч рублей, даже может быть меньше. Но опять же, говорю, это цены 2018 года, тот период. Потом мы, как я вам сказал, приехали в Казу. Мы узнали, что следующий город, следующую точку, от которой до Манали было подать просто рукой, завалило. Как я говорил, мы ехали по кругу. И нам пришлось из Казы весь этот круг делать назад, но мы доехали, в Казе мы жили 2-3 дня, потом мы спустились вниз до Рампура, и там мы приняли решение оставить мотоциклы, взять билеты и отправиться в Дели, чтобы с Дели потом отправиться в Варанаси. Часть участников нашей экспедиции, мотоэкспедиции, 2 человека было вынуждено улететь в Россию по рабочим вопросам, а мы втроем, 3 участника плюс наш друг-гид, отправились в святое место под названием Варанаси, но это уже, наверное, абсолютно другая история. Что запомнилось в этом путешествии? Наверное, полная анархия происходящего. Очень много было событий, когда ты видел, что тебя просто ведет как будто какая-то неведомая рука, когда на тебя летит автобус, ты просто даешь газу по грязевой колее, тебя заносит, и ты в этом заносе задним колесом проносишься просто жопой мотоцикла рядом с автобусом, не задеваешь его, летишь дальше. Кто-то из наших участников раскладывался, падал, благо без происшествий. В общем, ситуаций, где можно было умереть, у нас на этом маршруте было очень-очень много. И действительно, ты начинаешь верить в карму и понимаешь, что, наверное, очень много зависит от каких-то событий, которые ты делаешь в жизни, хороших и плохих, что как-то это работает. Потому что все, что там с нами происходило, столько вариаций было умереть, пораниться. Но какая-то будто невидимая рука вела нас по этому индийскому маршруту, по этим безумным Гималаям. И мы продолжали наш довольно интересный путь. Что больше всего запомнилось за это путешествие? Ну, в первую очередь, конечно же, люди и та разношерстная команда, которую я собрал. С нами были люди, которые идеально катаются на мотоцикле и профессионально этому обучены. С нами были люди, которые первый раз сели на мотоцикл и просто были в шоке от происходящего и учились в процессе. Поэтому, конечно же, команду, которую я собрал, она довольно разношерстная. Запомнился каждый человек с этой командой и те эмоции, которые он переживал. В
первую очередь, конечно же, запомнились обезьяны, да, мы были в одном из городов, я точно уже не помню его название, и этот город просто заполнен безумными и довольно агрессивными обезьянами. Ты мог идти по улице, к тебе могла подбежать просто эта огромная обезьяна, выхватить пакет, и ты ничего не мог сделать, потому что она показывала тебе свои огромные зубы, свои огромные клыки, и ты такой: во, лучше, пожалуй, обойдусь без укушенной руки и уколов от бешенства, а поеду дальше. По своему маршруту на мотоцикле. Запомнился безумный поток и вся та энергия, которая в первые дни была в Индии, была в Химачал-Прадеше, в Манали, в Гималаях. Запомнился тот новостной сюжет, который был с нами, был о нас, точнее, о котором мы даже не знали, и потом нам показали: во, ребята, это не вы случайно едете, пока потопы, речные потопы там все разрушают. Вот, конечно же, гостеприимство Индии и вот эта вот особенность индусов, это ни с чем не сравнить, да, коммуникацию с индусами. Вот. Запомнились наши мотоциклы Royal Enfield и Гималаи, кстати, очень крутые мотики, мне очень понравились, но моя вам рекомендация, даже на этот маршрут я бы, наверное, рекомендовал вам взять Royal Enfield Classic, потому что я потом еще не раз был в Индии и брал Royal Enfield Classic. Classic тоже проедет этот маршрут, но он поможет вам проехать этот маршрут более комфортно, поэтому, конечно же, но менее быстро, Поэтому, если вы профессиональный райдер, я рекомендую вам по путешествиям по Индии, особенно по серпантинам Химачал-Прадеша, Гималай, брать себе мотоцикл Royal Enfield Гималай 450, по-моему, если не изменяет память, или 550 он был, 450, по-моему, да. Royal Enfield Гималай 450, идеален для этих дорог, но он довольно высокооборотистый, и это для любителей все-таки экстрима, быстрой езды и хорошего контроля над мотоциклом. Если все-таки вы менее искушенный райдер и хотите больше комфорта и готовы чуть медленнее ехать, тогда я вам рекомендовал бы взять Royal Enfield Classic 550. Всегда беру, когда сейчас приезжаю в Индию, и, наверное, пока что в Индии это мой любимый мотоцикл. Мой мотик тоже немножко уже подустал. Периодически прокручивается звезда. Но аппарат достойный, аппарат тянет, осталось чуть-чуть. В аренду. А так, конечно, у меня есть идея, у меня есть мечта, которую, я думаю, мы скоро реализуем. Это доехать через Иран, Пакистан до Индии, до самого юга, оттуда выехать на Шри-Ланку и все это реализовать на своих мотоциклах, на гусе, который стоит у меня, уже ждет открытия границ в гараже. Поэтому такая вот вам, друзья, небольшая рекомендация. А так, после всего нашего трипа, всего путешествия, как я говорил, часть людей улетела в Россию, мы поехали в Дели. Индийское время 7 утра 30 минут, мы только что снова прибыли в Дели. Ох, утренней улице пока никого нет. Если вы думаете, что это туман, нет, это смог. Через 7 часов выдвигаемся. Оттуда сели на самолет и отправились в Варанаси, в город мертвых, где каждый день на погребальных кострах сжигают десятки, если не сотни, когда-то живых людей. В Варанаси мы были тоже порядка недели, нескольких дней, точно уже не помню. И этот город впечатлил меня, но это уже история про, наверное, какой-то духовный путь, а не про экстремальные путешествия, которые были у нас в Химачал-Прадеше, в Гималаях. Поэтому, друзья, путешествуйте, выбирайте нестандартные маршруты, делайте то, на что у вас есть отклик. Вот у меня лично нету отклика на какие-то такие путешествия турами. Тур я покупаю только если хочу полететь дешево, а там, когда я прилетаю, я уже просто могу выбрать другую гостиницу и начать заниматься другим мероприятием, не входящим в тур. Поэтому путешествуйте, выбирайте нестандартные маршруты. Это очень вдохновляет, это заряжает лично меня. Я буду с своей стороны стараться снимать, не только путешествовать, но еще показывать вам, вот только дошли руки, заняться контентом с 2018 года, с Химачал-Прадеша. Поэтому буду стараться показывать вам, как можно путешествовать, рассказывать, чтобы вы пробивать, скажем так, вам путь, чтобы вы могли когда-то по этому пути пройти, либо этим путем
вдохновиться. С вами был Александр Рагулин, канал Ragulins Travels, канал про нестандартные, необычные путешествия. Наблюдайте, вдохновляйтесь, я делаю это специально для вас.